Всем привет! В этом видео мы будем переделывать водяную помпу на лодочном моторе Suzuki DT8. Также это видео относится и к Suzuki DT5, и к Suzuki DT6, потому что у них одинаковые редукторы, одинаковые помпы водяного охлаждения. В целом эти моторы очень друг на друга похожи, в том числе и одинаковые проблемы с ремонтом, потому что многие запчасти, к сожалению, уже сняты с производства. Это очень обидно, потому что моторы надежные, неприхотливые и сами не ломаются, только если их не ломать. С мотора мы сняли редуктор. Этот мотор приехал с проблемой: пропадает вода при добавлении газа, то есть при выходе на глиссирование. Видим, что прокладка под головкой новая. Владелец сам заменил до того, как нам привезти. Думал, что проблема в прокладке. Редуктор мы будем полностью разбирать, потому что здесь еще эмульсия, но это совсем другая история. Крыльчатка в хорошем состоянии, пластина под крыльчаткой тоже в хорошем состоянии. Сама проблема — это выработка в стакане водяной помпы. Именно из этой выработки, когда водяная помпа полностью погружена в воду, она качает. Как только она выходит из воды, она перестает работать. Владелец также заменил этот сальник, это не помогло. И почему-то здесь вместо резинового уплотнения вставлен какой-то шланг. Мы попробовали заказать этот корпус водяной помпы с Японии, потому что больше мы нигде его не нашли. Но мы получили ответ, что эта деталь снята с производства. Можно попробовать заплавить эту выработку и проточить на токарном станке до ровного состояния. Либо сразу проточить на станке, убрать выработку, но в таком случае увеличится высота стакана. И придется еще стачивать нижнюю часть корпуса помпы, чтобы крыльчатка соответствовала по высоте. Но мы решили попробовать заменить эту водяную помпу и подобрать какую-нибудь другую от другого лодочного мотора. У нас есть старые корпуса, стаканы и пластины от других моторов, которые мы когда-то ремонтировали. Мы их собираем, не выбрасываем, потому что это пригождается как раз для таких случаев. Целый ящик с пластинами и стаканами еще есть. А еще у нас есть коллекция самых ходовых крыльчаток, которые тоже уже изношены, и мы их храним как образец. Из всех вариантов, что мы перепробовали, самой подходящей оказалась водяная помпа от Yamaha 5. Слева крыльчатка от Yamaha 5, справа от Suzuki 568. По длине лопастей обе крыльчатки практически идентичны. По внутреннему диаметру, по диаметру вертикального вала, они отличаются. У Suzuki вал 10 мм, у Yamaha 11 мм. И по высоте крыльчатки тоже имеют отличия. Корпус помпы от Yamaha сюда просто так не встанет. Они абсолютно разные. И сузуковские шпильки не попадают в ямаховские отверстия. Для этого необходимо сделать прорези в определенных местах, чтобы установить ямаховский корпус. Получается немного колхозно, но зато таким способом можно спасти лодочный мотор, восстановив работу помпы водяного охлаждения. На этом корпусе мы тренировались. Это убитый оплавленный корпус с провернутым стаканом. Именно для таких случаев мы их и собираем. На Ямахе водяная помпа располагается вот так. Трубка охлаждения находится с этой стороны, но на Suzuki она находится в другом месте. Вот здесь. Значит, при установке ямаховского корпуса мы будем его ставить вот так. Трубку охлаждения мы немного сместим. Мы уже посмотрели, там это возможно. На сузуковской пластине канал для подачи воды
немного смещен и отличается по расположению от канала на Ямахе. Поэтому нам нужно будет его продолжить. Мы его здесь продолжим. Ямаховская пластина будет устанавливаться сверху, прямо на эту пластину. И тем самым она перекроет лишний канал, который идет дальше и уже нам не нужен. Канал подачи воды и канал выхода воды должен быть противоположен друг другу. На Сузуки здесь подача, здесь выход. Сюда вставляется трубка охлаждения. На Ямахе здесь подача и здесь выход. Именно поэтому нам нужно смещать этот канал. Сначала мы думали полностью переделать эту пластину под ямаховскую, но потом подумали, что будет проще установить ямаховскую пластину сверху, здесь продолжить канал, между пластинами либо сделать прокладку, либо просто на герметик. И эта же пластина является держателем для этой втулочки, которая является уплотнением для тяги и переключения передач. С крыльчаткой у Suzuki 568 проблем никаких нет. Крыльчатка у двухтактных и у четырехтактных моторов Suzuki 456 одинаковая. Поэтому можно купить крыльчатку от четырехтактного мотора, и она подойдет на двухтактный. Ставим обрезанную ямаховскую пластину и смотрим, сколько нужно продолжать канал для подачи воды сузуковской пластине. Учитывая, что высоты шпилек не хватит, родные шпильки нужно будет выкручивать и менять на более длинные, так как высота посадочного крепления на Ямахе и на Сузуки очень сильно отличается. Этот ремкомплект помпы устанавливается на Yamaha 4.5 двухтактные и Yamaha 4.5.6 четырехтактные. Они одинаковые. Его мы будем устанавливать на Suzuki 568. Ямаховская крыльчатка болтается на сузуковском валу, потому что не хватает 1 мм, чтобы крыльчатка плотно здесь сидела. Мы сюда установим какой-нибудь вкладыш между крыльчаткой и валом. И все, и крыльчатка будет здесь как родная. Между крыльчаткой и вертикальным валом мы будем устанавливать вот такой вкладыш, чтобы крыльчатка не болталась. Теперь крыльчатка как родная. Мы изготовили свою прокладку под водяную помпу специально для сузуковских шпилек. Из одной из самых толстых пластин помпы
мы вырезали вот такие пластинки, которые нужны для того, чтобы прижимать корпус водяной помпы. С этим все. Завтра, когда герметик засохнет, проверим, как помпа будет качать. Но есть еще одна проблема. Вот это соединение двух тяг упирается теперь в эту резинку уплотнительную для трубки охлаждения. Значит, нужно будет это переделывать, укорачивать. Иначе мы не сможем соединить две тяги. Трубка охлаждения фиксируется в ноге в определенном положении. И чтобы нам сдвинуть ее в сторону под ямаховскую новую помпу, мы выкручиваем этот пластмассовый фиксатор. Трубка в ноге свободно гуляет, мы можем как угодно ее там перемещать. При установке редуктора попадать в трубку будет просто, так как здесь такая высокая, удобная резинка. Вода идет, помпа работает. Двигатель на холостых оборотах не перегревается. Температура именно такая, какая должна быть. А если вам показалось, что давление контрольки слабое, то вот вам видео, какое давление контрольки у лодочного мотора Suzuki 568. Если у вас есть какие-то свои идеи, как можно сделать водяную помпу, обязательно делитесь. На этом все. Всем пока. Резюме. Самоделка хоть и огонь, но определенно требует определенных навыков в изготовлении подобных конструкций.